Всем привет! В этом видео я хочу поговорить о действиях, которые очень сильно влияют на нашу продуктивность, а точнее они ее повышают и помогают вам выполнять гораздо больше дел и тратить на это как можно меньше ваших сил. Так вот, я хочу поговорить о тех действиях, которые при частом повторении могут стать вашей привычкой, а собственно это нам и нужно, потому что чем больше конструктивных, полезных привычек в нашей повседневной жизни, тем лучше и качественнее мы выполняем наши задачи и тем меньше сил мы на это тратим. И первая полезная привычка — это составление списков. Списки — наше все, потому что наш мозг любит списки, он любит организовывать все списки. Так почему же нам этого не сделать? То есть все наши дела, все наши задачи, все наши действия мы можем переводить в списки. Так ничего не забудем, так мы сделаем все, что нам нужно. И когда вы вычеркиваете каждое очередное дело из вашего списка, мы получаем дофамин, то есть мы получаем удовольствие, что нам, собственно говоря, и нужно в течение дня, особенно если вы очень сильно загружены. Следующая полезная привычка звучит как не количество, а качество. Я имею в виду здесь то, что мы привыкли, если мы тратим много времени на какое-либо действие, то значит мы выполнили его хорошо. Но зачастую это совершенно не так. То есть то время, которое мы потратили на выполнение дела, совершенно не значит, что мы его, во-первых, закончили, во-вторых, что мы сделали его достаточно качественно. Соответственно, если вы приучите себя к тому, чтобы оценивать не количество потраченного времени, а качество выполнения вашей задачи, то ваша деятельность гораздо улучшится, плюс вы будете совершенно иначе формировать свои списки, свои дела. И как раз-таки следующая привычка вытекает из предыдущей — это анализ вашей деятельности. Если вы будете постоянно анализировать, что и как вы делаете, то есть думать о том, как улучшить, что убрать, что прибавить, что сделать как-то иначе и так далее. То есть если это войдет в привычку анализировать, как вы выполняете те или иные действия, как вы проводите день, почему, например, у вас провалился день, а какой-то день был успешным, что было там, а что, чего не было, как вы начали утро, возможно, вас кто-то отвлек и так далее. То есть если вы будете анализировать все эти вещи, вы сможете улучшить, во-первых, свой день, каждый день будет все лучше и лучше. С другой стороны, вы сможете выявить какие-то отвлекающие факторы, какие-то действия, которые вам стоит исключить из вашей жизни, либо, наоборот, их добавить для того, чтобы улучшить качество нашей жизни. Но мы это никогда не поймем, если не проанализируем, потому что, скорее всего, наши дни пролетают мимо, мы ничего не замечаем, ничего не видим вокруг, поэтому иногда нужно остановиться и подумать. И отдельной привычкой я хочу выделить устранение отвлекающих факторов. Каждый день мы сталкиваемся с тысячей факторов, каких-то дел, забот, отвлекающих нас от нашей деятельности. И есть часть факторов, которыми мы можем управлять. Да, есть какие-то вещи, которые от нас не зависят, но очень много от нас зависит. Если, например, вы увидели, что вы слишком много сидите в телефоне, вы слишком много флудите на сайтах каких-то в интернете и так далее, мы можем это все прекращать. То есть это тянет наши силы, это тянет наше время, и это не дает по факту, скорее всего, ничего такого. Следующую привычку я советую не только для творческих людей, но и для всех. Это обязательная запись всех идей, всех дел, всех мыслей, которые к нам приходят в голову, особенно если вы стараетесь что-то делать, то есть вы сосредоточены на каком-то деле, но все равно какие-то мысли, мыслишечки, идейки у нас постоянно появляются. Это нормально, это хорошо. Значит, ваш мозг прекрасно работает, генерирует какие-то идеи, задачи, цели и так далее. Это все прекрасно. Но для того, чтобы, во-первых, не отвлекать нас в текущем моменте, если вы чем-то заняты, чтобы не забыть их, для того, чтобы все-таки воплотить их в жизнь, потому что очень много гениальных, потрясающих идей мы просто забываем. И для случая, когда мы думаем, надо бы сделать, и потом этого не делаем, но эта мысль виснет в нашем сознании и потом впоследствии нас отвлекает. Соответственно, чтобы нас не отвлекать, чтобы ничего не потерять, лучше иметь всегда под рукой какую-нибудь записную книжку, телефон с открытой заметкой, неважно, как вам удобно, обязательно записывайте таким списочком, потом впоследствии выделяйте себе время для того, чтобы это все разобрать. Следующая привычка, которую я очень сильно советую вам развить, она немножко сложно сочиненная, потому что это отношение к ошибкам и провалам. Ученые уже давно нам рассказали о том, что когда вы в процессе обучения, к примеру, сталкиваетесь с какими-то проблемами, провалами, ошибками, вы учитесь гораздо лучше, потому что когда все идет гладко, когда идет все, ну вот так, как нужно, мы получаем гораздо меньше опыта, гораздо меньше информации у нас остается в памяти и так далее. То же самое с какими-то рабочими задачами, с какими-то проектами и так далее. Чем больше
каких-то проблем у вас на пути, тем, во-первых, путь интереснее, то есть вы учитесь гораздо большему, то есть вы сможете анализировать гораздо больше интересных каких-то ситуаций и так далее. Да, это неприятно, то есть, в принципе, у нас такая культура, что ошибаться нельзя, ошибаются только какие-то лузеры, какие-то, ну, в общем, люди с небольшим умом. Но на самом деле ошибаться это очень полезно, это очень важно. Следующая привычка относительно подготовки, потому что подготовка экономит наше время впоследствии. То есть, когда вы затеваете какое-либо достаточно масштабное дело, если вы тщательно к нему подготовитесь, вы очень сильно облегчите себе жизнь. Если вы сразу соберете все материалы, все необходимые бумажки, вы узнаете всю необходимую информацию и так далее, то тогда вам будет достаточно просто сесть и начать работать. Но если вы всего этого не сделаете, то вы сядете, начнете работать, потом вы узнаете, что вам не хватает вот этого, вот этого, вот этого, вам не хватает учебника, вам не хватает какой-то информации и так далее. И вы будете распыляться. Соответственно, подготовка нам экономит время за счет того, что когда мы начинаем наше дело, мы не отвлекаемся ни на что, у нас все под рукой, мы все уже продумали, мы везде подстелили себе соломку при падении и так далее. И относительно подготовки еще отдельной привычкой я очень сильно советую вам завести то, что планируйте ваш день с вечера, потому что наше утро — это особый ритуал. Я чуть позже об этом поговорю. Но в любом случае, планирование вашего дня — это энергозатратное дело, которое требует времени, которое требует сосредоточенности, потому что если вы правильно все делаете, то вы просматриваете ваши цели, ваши задачи, вы просматриваете свой календарь. То есть это такое целое действие, которое вам нужно проделать. И лучше все-таки это делать с вечера, когда вы уже немножечко подуставши, но все-таки вы еще имеете какие-то силы, вы это сделаете, но тогда вы гораздо бодрее и гораздо веселее проснетесь с утра, потому что вы уже точно будете знать, что вам делать, потому что, скорее всего, с утра вам не захочется планировать. Очень большая вероятность того, что вы будете делать просто какие-то потоковые дела, а не то, что вам действительно нужно. Но если вы хотите выполнять какие-то свои долгосрочные задачи, касаться каких-то крупных проектов, крупных дел, каких-то важных для вас вещей, все-таки зачастую обратить на это внимание гораздо проще вечером запланировать себе, а с утра уже просто начать выполнять. Еще одной именно привычкой я хочу, чтобы вы развили в себе, это то, что нужно обязательно уделять время себе. То есть как бы мы не были продуктивны, как бы нам не хотелось использовать каждую минуту, как бы мы себя не корили, но пополняться внутренне, духовно, эмоционально нам нужно обязательно, особенно если вы очень много работаете, особенно если вы творческий человек, то есть у вас стоят какие-то творческие задачи, да даже если вы обычный бухгалтер, все равно внутреннее пополнение, внутренняя энергия — это то, что исчерпывается. Это очень ограниченный ресурс, и нам нужно постоянно его пополнять. То есть для того, чтобы хорошо поработать, нужно хорошенечко отдохнуть. И как раз-таки то, чего я уже немного коснулась, это утренний ритуал. То, как начнется наше утро, к сожалению, очень сильно определяет наш день. Да, вы можете потом как-то вырулить, сделать что-то, но это будут лишние усилия, лишние затраты и так далее. Потому что если вы построите тот ритуал утренний, который комфортен для вас, который настраивает вас на дела, настраивает вас на какие-то свершения, на ваши цели, задачи и так далее, то тогда вы проще и быстрее вольетесь в рабочую рутину. Но если у вас не будет ритуала, вы просто как-то проснулись, что-то поделали, позалипали в телефоне, посидели, почту попроверяли и так далее, то это будет очень скомканное утро, которое не даст вам ни энергии, ни сил, ни запала, ничего. Все, мои хорошие, это 10 моих любимых полезных привычек, которые помогают нам быть максимально продуктивными, но в итоге не сильно уставать и качественно выполнять свои задачи, свою работу, свою деятельность и так далее. Подписывайтесь, ставьте лайк для следующих видео. Пока-пока.